Голодный студент возвращается с занятий. Иду на почту. Надо отправить всем открытки к Рождеству. Вообще в этом году мы очень поздно. Скорее всего, придут они уже после праздников. Сушится. Потом, как я шлифую. Сушится постельное белье. Ну, я настоящую жизнь зато снимаю, да? Постель не застелена, хоум-видео. Муж помогает мне волосы шлифовальной этой насадкой, потому что сзади я не достаю. На Dyson насадка такая есть, наверное, не слышно меня будет. А как сушить постельное белье, если у нас нет сушилки? На батарею оно не помещается, только двери. А на сушилку оно неудобно, на сушилку такую раскладную. Вот такая вот, YouTube здесь посматриваю, чай попиваю. Такая вот реал лайф. Если кому-то интересны вещи, которые я купила за последнее время, то вот от Marks & Spencer такой гольфик. Все вещи новые. Перед тем, как я начинаю носить, я отправляю в стирки и стараюсь стирать на 60 плюс градусов, потому что почитала, что 40. То, что я использовала раньше, не отстирывает все вот эти микробы, пыль, моющие средства, которые в магазинах полы моют и на вещи поднимаются. Но можно в 40 градусов добавлять какой-то микробоубиватель, в общем, такой жидкий. Но я просто стираю на 60 градусов, поэтому все вещи будут уже после стирки. Решила показать, что-то даже успела поносить. Ну, вот так у меня получается, что не всегда получается показывать вот эти распаковки. Быстро прибегаю, обрезаю этикетки и сразу в стирку, уже как привычка. Также купила вот такой блейзер. Я не люблю такие вещи, но он на меня хорошо сел. И, конечно, я купилась на розовые бантики, потому что розовый мой любимый цвет. Покупала в TK Maxx. Я не знаю эту фирму, но в интернете пишут, что она дорогая. 170 фунтов где-то такой стоит новый. Я такие вещи покупаю в аутлете. Прикольные пуговицы на английский. Думаю носить. Ну, все-таки хожу на занятия, как студентка, да, я сейчас учусь. И вот, мне кажется, такие вещи очень уместны будут. Классный свитер рождественский, очень понравился дизайн. Вот таких 3. Жили у бабуси 3 веселых гуся. 3 гуся. Хотела сказать гуся, но, по-моему, гуся, правильно. Просто рождественский свитер. Вот сейчас перед Рождеством ходить каждый день куда-то носить. Здесь такая традиция в Британии. Мне она очень нравится. Вот такая кофта от Холлистер у меня появилась. Видите, там ромашки. Как будто на них гадают. Все меньше и меньше лепестков. Очень красивый цвет. Такое платье бренда Couture. Очень интересный, клешный в нем. Видите, рукав. Я его примеряла, вставлю, как я в нем выгляжу. И платье от Охполи купила. Я очень люблю этот бренд, обожаю его. У них очень красивые такие платья, симпатичные, молодежные. У меня несколько есть. Цвет мне не подходит, потому что это я теплая весна. Мне не идут такие оттенки, но было интересно проэкспериментировать. Закончила тренировку и бегу Алисе покупать что-то к Рождеству. В магазин игрушек иду. Возвращаюсь из спортзала и хотела рассказать такую интересную вещь, которую узнала. Что, оказывается, не так давно сделали в Британии закон. Я думаю, что если сделали в Британии, то, скорее всего, Шотландия тоже будет иметь к этому отношение. Хотя, на самом деле, очень много есть законов, которые в Англии одни, а в Шотландии другие. Хотя то и то Великобритания. Чем дольше мы здесь живем, тем больше мы в этом убеждаемся. Что отличия есть и с Уэльсом, например. Есть отличия и с Северной Ирландией. То есть все это как... маленькие такие страны внутри страны, скажем так, маленькие, что-то остров, что-то страна, что-то отдельный остров, по-моему, это Северная Ирландия. Один остров Великобритания, но на нем располагаются, скажем так, разные такие городишки. И везде разный закон. Так вот, вышел закон, что можно купить, оказывается, сейчас будет церковь, да, вы не ослышались, самую настоящую церковь. И при этом британцы активно скупают. Стоимость примерно 100 тысяч фунтов, 120, это очень дешево для жилища, скажем так, будем называть, это же рассматривают как жилище, скорее всего. Но иногда еще выкупают, чтобы что-то сделать, какой-то бизнес, например.
группу по интересам, place, то есть место для детских праздников каких-то, батутный центр, да, ну что-то такое. Кафе, возможно, или бар даже могут открыть. Но уже британцы начали скупать, потому что это очень хорошее предложение, очень хорошая привлекательная цена для своего жилища, представляете? Но это те люди скупают, которые не очень верующие, потому что которые очень верующие, ну, вы сами понимаете, да, даже если это бывшая церковь, то это, ну, как можно, и алкоголь же некоторые пьют, да, и, я не знаю, заниматься каким-то интимом в месте, который является бывшей церковью. Я думаю, что не все смогут, да, верующие люди. Я думаю, все это понимают. Вот такой вот интересный закон. Я мужу предложила, говорю, может, купим. Цена-то привлекательная. Уже дизайнеры потирают ручки, потому что, конечно, из бывшей церкви можно сделать роскошный особняк, особенно у кого есть деньги. Ну, представьте, там высокие потолки, там можно сделать вообще конфетку. Это, я думаю, понятно. Шикарный ремонт за небольшие деньги здания. Я думаю, кто не сильно верующий, они активно будут скупать и будут делать. Как думаете вы, нормально ли это? Смогли бы вы жить в бывшей церкви? Какие у вас есть на этот счет мысли, интересно будет почитать. А я не знаю, смогла бы я или нет, честно. Грустно, что церкви закрываются. Возможно, да, это грустно, но здесь ничего не поделать. Церкви закрываются, они востребованы, люди все меньше верующие, перестают ходить. И что делать? Да, эти здания стоят, они просто загибаются. И как бы ни туда, ни сюда. А так получается, их распродают за небольшие деньги, чтобы эти здания не загибались, а приносили какую-то пользу. Стали чьим-то жилищем, стали чьим-то бизнесом, какой-то кафе, чтобы кто-то открыл. Ну, кто-то же должен открывать. Государство, ну, вряд ли все церкви, которые закрыты, будет обслуживать государство и что-то там делать. Распродают людям. Вот такие интересные моменты есть. Я вообще зашла за открытками нашим соседям. Ближайшего спортзала магазин. Грустно, не грустно, но вот так вот. Люди скупают, люди делают ремонты и будут там жить спокойно себе. Я не знаю, смогла бы я или нет. Может быть, да, а может быть, нет. Но цены очень привлекают. Но, знаете, я не знаю, что по поводу отопления. Не будет ли это здание холодным? Церковь-то большая, понимаете, старая. А старые большие британские здания нужно очень хорошо утеплять и делать очень дорогостоящие ремонты. Иначе, к сожалению, внутри будет очень-очень холодно. Вот из-за этого, возможно, я бы и не купила. Ну и, может быть, все-таки мне было бы... Ну, я не скажу, что прям у меня много каких-то предрассудков на этот счет. Я не могу так сказать. Но, возможно, я бы все-таки не купила. Хотя, смотря какая цена. Представьте, за 20 тысяч фунтов, как тут продавали бы церковь. Все же зависит от денег. Ну, конечно, это очень привлекательные деньги. Даже 120, 100. Может, есть еще дешевле. Очень привлекательные, потому что здесь-то жилье очень дорогое. И поэтому, если рассматривать в плане денег, это очень выгодно. Купить бывшую церковь и сделать ее, переделать ее под свой дом. Вот так вот. Такие новости. Вот такие открытки купила. Одну воспитателям в детский садик, еще понесу конфеты, чай, что-то к чаю. А это мужа коллеги, смотрите, какая красивая. Кому интересно, почем открытки, по-разному. Вот это 2,50 фунта, это 2. Еще покупали мы по 3 фунта в TK Maxx, отправляли родным. Разные цены есть и по 4 фунта, ну, по-моему, до 5 фунтов. Что-то стоит фунт, что-то 1,5, что-то 2. И по 50p есть, ну, совсем такие простенькие. Еще надо купить соседям открытки. Да, на одни открытки сумма денег уходит. И сейчас пойду еще за игрушками. У нас традиция Алисе после садика каждый день дарить. 4 месяца уже дарим по игрушке. На сегодня нету. Сейчас 3:30 дня. Через 1,5 часа надо ее забирать. Побегу сейчас в магазин, в другой магазин, в котором я покупаю часто, и что-то куплю. Я уже вышла. Обожаю покупать подарки, открытки. Такое классное время. Но те, кто уходит на самом деле. И знаете, так незаметно денежки уходят вот в этот рождественский период. Где-то там что-то для декора немножко подкупил, где-то подарки, где-то открытки. Много денежек уходит. Но я люблю дарить подарки, я терпеть не могу их получать. Почему терпеть не могу? Я не знаю, возможно, какая-то психологическая травма. Мне настолько тяжело, когда мне дарят. Я чувствую себя почему-то, знаете, хочется провалиться сквозь землю. Чувствую себя неловко, чувствую себя, как будто я вот кого-то
как будто я кого-то принудила это делать, знаете. Жесть полная. При этом я не чувствую этого, когда дарит муж. Муж мне очень близкий человек. Или мама. Но я больше чувствую это, когда дарят какие-то друзья, знакомые. И там на работе, когда работала. Хотя на работе мне ничего особо не дарили. А, нет, дарили коллеги. Коллеги дарили там по мелочи. Очень так вот чувствую себя неловко. Интересно, почему так? Надо почитать. Никогда не интересовалась насчет этого. Вот неловко чувствую. А дарить вот очень люблю. Очень люблю. Вот прям приятненько. Радовать других. А сама, конечно, я начала смущаться. Я еще, знаете, еще больше, что не люблю, чем получать подарки, это принимать какие-то поздравления. Когда мне чего-то желают на словах. Там на дне рождения, неважно, на какие-то праздники. Особенно, если много людей. Все, я не знаю, я даже могу покраснеть. Хотя я далеко такая, мне кажется, ну как сказать, не скромная там какая-то такая... Я бы сказала, нет. Но что касается вот прилюдно, когда мне оказывают какое-то внимание, я сразу вот так вот смущаюсь, можно сказать, и смущаюсь сильно. Вот такие вот делишки. Вот такая красота у нас вокруг. А я иду за игрушками дочки. И заодно носочек рождественский куплю. Игрушек. Еще же не купила. Мне надо какой-то, конечно, наборчик открыточек. Сейчас быстро забегу купить. Может, в наборчике возьму для соседей. Еще пакеты рождественские надо купить. В садик же понесу что-то. И понесем коллеге мужа. Он с ним так близко общается. Секрет Санта у него на работе нету. Раньше было, сейчас нету. Пойду вот в такой магазин зайду. Здесь тоже все такое продают. Пришла со спортзала. Муж купил шаурму. Будем кушать. Да, потратили деньги. Ну, уж очень-очень захотелось. Потому что мне кашляет на фоне. Долго болеет. Шаурма, кстати, относится относительно к полезной еде. Дима сегодня ходил к врачу, да, Дима? Кашляет сильно. Выписали антибиотик, выдали бесплатно. И герпес появился у него. Тоже выписали мазь и выдали бесплатно. Это я в YouTube рассказываю, Дима. Так от тебя далеко, чтобы не было видно. Что ты там делаешь? Потому что Дима, он не любит сниматься у меня, да, Дима? Конечно. Будет лечиться теперь. Простуда обычная. Дочка из садика что-то принесла, у Димы кашель долго не проходит. Пыталась записать красивые огоньки, но они так размыто получились. Но я подумала, что тоже необычно. Муж приехал из магазина, ездил за продуктами, прекрасные цветочки привез. Очень мне нравятся такие розочки. Уложила спать Алису. Вот такой сегодня у меня ужин. Это готовая еда, паста карбонара. Сейчас покажу. Муж был в магазине, цветочки мне подарил. И вот видите, у нас что творится. Я вообще не в состоянии готовить. Муж набрал готовой еды. Но удобно, что там пишут и колораж, и все. А в чем дело? Дело в том, что мы заболели очень сильно. Муж пьет антибиотик. Алиса с сада принесла какую-то снова болячку. Так, это у меня вот так одежда сушится. Да, даже ничего для видео не убираю. Вот как есть. Я вообще не люблю вот эту подготовку какую-то перед записью видео, там что-то все поснимать. Это прикол вспомнился, как в общежитии студенты, там какой-то фильм снимался русский, и там говорилось, мол, Таня, снимай трусы с батареи в общежитии студенческом. К нам парни идут, так и у меня. Надо снимать с батареи, потому что эти видео включаю. Не хочу ничего снимать. В общем, нет сил. Из симптомов у нас кашель, у нас болит горло, температура небольшая, 37,2. Я уже пила парацетамол, у меня ужасно ломит тело, просто какой-то ужасный симптом, слабость, постоянно хочется спать. В принципе, вот такие вот симптомы. Лечимся. Жаль, конечно, в канун праздника, когда хочется ходить по магазинам, смотреть какой-то рождественский декор, когда хочется, ну уж явно не болеть. Вот такая у нас такие обстоятельства. Завтра мы собираемся в гости к нашим соседям, но мы им скажем, что мы болеем и, скорее всего, не будем заходить, просто вручим подарки, не будем пить чай. Завтра поедем киевский тортик купим. И мы отвезем, я думаю, им будет интересно попробовать. Не хотим мы дарить их местные тортики, ну, потому что они их и так пробуют. А хотим что-то такое необычное, какой-то славянский торт. И, ну, мне нравится киевский очень, поэтому я на свой вкус, я знаю, где его здесь продают, решила выбрать. Вот такие вот новости. В общем, болеем. И я буду питаться вот так.
Вот так буду питаться, потому что сил ни на что нет. Решила записать такое коротенькое видео, даже с фильтром, потому что болею и выгляжу отвратительно. Опять залезла в комментарии на YouTube, их лучше не читать. Еще раз хочу сказать немножко про себя, если кто-то не понимает, какой я человек. Я себя приравниваю к добрым людям, к людям, которые любят людей, к людям, которые сострадательные, могут испытывать какие-то вообще эмоции, которым может быть жаль людей, которые в конце-то концов против насилия. Но людей до сих пор удивляет, что на негативные комментарии хейтерам я отвечаю жестко и даже очень жестко. Но людей не удивляют вот эти комментарии почему-то. Мне очень интересно, почему. Под моими безобидными видео, где я показываю, как я готовлю, как я гуляю, показываю Шотландию, совершенно безобидные видео, где я никого не унижаю, не оскорбляю, никому никак не порчу жизнь. Абсолютно никак. Мне пишут гадости. И людей до сих пор, повторюсь, удивляет мой ответ. И они пишут, какая я плохая, какая ужасная. Послушайте, я до 21 года жила и была не обучена самому банальному какой-то самозащите, чтобы отстоять свою позицию, чтобы отстоять себя, отстоять свое «я», и позволяла с собой обращаться в жизни не очень хорошо. Я не сталкивалась сильно с буллингом, но он в моей жизни был и в школьные годы, и в жизни, и в отношениях не совсем удачных. И я не могла за себя постоять. С 21 года я этому научилась. Я научилась этому сама, изучая очень-очень много, изучая психологию. И по сей день я увлекаюсь психологией, я читаю огромное количество литературы. И я научилась себя защищать, что абсолютно нормально. Я не понимаю, чему вы удивляетесь. Вы удивляетесь тому, что кто-то способен расплатиться той же монетой. Какой привет, такой ответ. А вы не удивляйтесь. Всегда найдутся люди, которые умеют себя защитить и которые с вами будут общаться на вашем языке. Я не отвечаю всем хейтерам, я некоторые даже комментарии не дочитываю, потому что, я, конечно, не врач, чтобы ставить диагнозы, но там просто нереально дочитать, там уже какой-то полный бред пишут. Но если это такой полубред, я еще могу ответить. И отвечаю выборочно, потому что, на все комментарии, естественно, не ответишь. Надо, я не знаю, жить в интернете. Я жить в интернете не собираюсь. Еще раз хочу напомнить, что я добрый человек, я адекватный человек, я всегда рада адекватным людям, я всегда рада с кем-то подружиться, пообщаться, поддержать, помочь, выручить. Но если люди заходят, пишут гадости, и это абсолютно несправедливо, и я понимаю, что я этого не заслуживаю, и что своим видео я никак и ничем не могла их просто обидеть для того, чтобы они такое писали, а пишут, пожалуйста, зайдите в комментарии, я не чищу. Вы можете сами посмотреть, что пишут. Я вам буду отвечать также, дорогие мои недоброжелатели. В жизни надо немножко привыкать, что на такое вам могут отвечать также. И в жизни, я вам говорю, будьте осторожны. Знаю лично случаи, когда один хейтер достал человека, который тоже вел блог, и его вычислили и отметелили. Я никому ни в коем случае не угрожаю, но я читаю то, что вы пишете, вы должны быть осторожны с такими словами, с какими-то проклятиями, с какими-то... Да даже, мне сильно не пишут, но бывают угрозы пишут блогерам. Я не понимаю, как люди ничего не боятся, хотя бы какого-то бумеранга. Я не знаю, верующие люди, они неверующие, но не боятся ничего. Я вам могу сказать, что очень-очень зря. Не думайте, что интернет — это место, где можно так себя вести. Нет, в интернете тоже люди, которые живые, которые чувствуют, и так с людьми себя вести нельзя. Прекращайте это дело. Я не понимаю, зачем в 21 веке общаться таким образом. Если вам не нравится, проходите мимо, выключайте, не смотрите. Зачем кому-то выплескивать такие гадости? Не тратьте свою энергию, не тратьте свои ресурсы. Да, я против хейта, я считаю, что хейта не должно быть нигде в наше время. Я не знаю, зачем он вообще нужен, для чего он нужен. Можно просто ничего не писать тогда. Или писать только хорошие. Я не понимаю, почему люди это не понимают. Пишите хорошие или не пишите ничего. Зачем писать «г»? Для чего? Вы можете кого-то обидеть сильно, люди разные. Кто-то может расплакаться после вашего комментария. Это не про меня, но люди разные в сети, люди разные ведут свои блоги. Вы же их не знаете. Как вы можете это писать? Как вы можете так людей унижать? Меня это очень сильно удивляет. Задумайтесь, если вы вдруг хейтер, в следующий раз просто, когда пальчики тянутся, что-то там лишь бы оскорбить, подумайте, стоит ли это действительно делать. Также меня спрашивали, являюсь ли я русофобкой. Я могу сказать однозначно, что естественно, что нет. Я сама наполовину русская, моя мама из России.
Я люблю людей из России, я люблю людей из Беларуси, Украины, людей из Британии, Америки. Ну, перечислять можно бесконечно. Я люблю людей со всего мира. И, ну, весьма странный вопрос. Я поискренне считаю, что нет плохих наций, есть непорядочные, нехорошие, некультурные люди, которые ненавидят других людей. Есть такие люди, и это прослеживается. Ну, а чтобы быть там русофобкой, ну, это очень громкое какое-то слово. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ну, весьма было странно его видеть. Если я сказала в своем видео, что большинство моей публики из России, я получаю негативные комментарии, то я сказала правду, я ее не боюсь сказать. И точка. Хочу немножко также ответить на вопрос, весьма такой необычный, о том, что у нас нет игровой зоны для дочки, что нет игрушек. Весьма странно. Вот мой любимый сервант, смотрите. Я даже не могу открыть, потому что он весь забит игрушками. Просто они как бы не лежат на видном месте. Я не вижу в этом смысл. Но вот там все эти полки в игрушках. Дочка их достает и играет вот здесь, в зале. Пока я, например, занимаюсь вот здесь приготовлением пищи. Почему так? Потому что, ну, чтобы я ее видела, а зачем она, чтобы играла где-то в спальне, и неизвестно там, что могло случиться. Ну, такой вопрос меня удивил, что нет игровой зоны, нет игрушек. Но, наверное, обзор дома люди посмотрели. Нет, все есть, просто я это прячу, потому что на меня плохо влияет вот этот фоновый шум. Я не люблю, когда игрушки как-то, я не знаю, там в открытых каких-то ящиках стоят. Я просто их так приспосабливаю. И вот это все, это, пожалуйста, игровая зона. Отсюда берем игры, идем во вторую спальню, играем. И также часть игровой зоны есть в спальне. Ну и вот наша спальня, в которой мы спим, это я снимала ночью. Вот часть игровой зоны, домик, коляска. И я все так прячу под столом. Дочка это достает, играет, ей хватает места, и мы складываем это назад под стол для того, чтобы не было того самого визуального шума. Поэтому с игрушками у нас точно нет проблем. Еще хотела ответить на один комментарий. Как это так? Дочке 3 года, и она спит с нами. Почему вы не купили ей кроватку? Но неужели вы думаете, что мы пожалели деньги на кроватку ребенку? Естественно, у нее была кроватка, замечательная кроватка. Вот вставлю фотку кроватки. До 3 месяцев, 4 примерно, она спала в кроватке. Но, как это часто бывает, она просто в определенный момент, когда у нее был регресс сна, родители знают это понятие, она отказывалась спать в своей кроватке, она кричала, ей было там плохо, неуютно. И я не могла ее не взять к себе, потому что это моя дочка, я ее сильно люблю. И это было неудобно для нас. И, конечно же, наверное, было бы удобнее оставлять ее в своей кроватке, а лучше еще и вынести в соседнюю комнату, чтобы когда она просыпалась и плакала, мы бы и не слышали. Наверное, да, это было бы удобнее для нас, как для родителей. Но мне было ее очень жаль. Я понимала и видела, что она не хочет спать в своей кроватке. И она стала спать с нами. И по сегодняшний день, сколько бы мы раз не пробовали, мы уходили с мужем в соседнюю комнату на диван, оставляли ей большую кровать, пробовали ее оставлять спать одну. Она кричит, она зовет нас, она хочет, чтобы мы спали вместе. Я вижу, что моему ребенку так хорошо, так лучше, а я хочу просто, чтобы у нас было в семье так, как лучше для моей дочки. И родительство — это, в принципе, жертва, я считаю, огромная жертва, начиная от беременности, заканчивая родом и воспитанием ребенка. Это жертва собой бесконечная, ты бесконечно переступаешь через себя. Бесконечно. 1000 раз в день ты переступаешь через себя, чтобы быть родителем, кто бы мне что ни говорил. Недосыпы, грудное вскармливание, ребенок болеет, переживания постоянно, ночью не задохнулся ли он. Это бесконечное переступание через себя. Это, в принципе, дискомфорт. Кому интересно, что такое поистине родительство? И здесь мы тоже переступили через себя, мы сделали, как ей больше нравится. Поэтому она спит с нами, а не потому, что мы не можем купить ей кроватку, мы какие-то не такие родители или мы какие-то плохие. Я считаю, что мы прекрасные родители, и мы здесь действовали в ее интересах, делали, как ей больше нравится, как ей больше хочется, как ей комфортнее. И вот и все. Поэтому здесь нет дела в деньгах, или кто-то упрекнул, вы сделали кабинет мужу, но не сделали комнату дочке.
Хорошо, но если мы точно знаем, что она не будет в этой комнате спать, а игровая зона у нее весь дом, я не могу, чтобы у меня ребенок играл в соседней комнате. Мне неспокойно. Я нахожусь большую часть в зале, на кухне. Когда я с дочкой вместе, я нахожусь на кухне, я много готовлю. Какой смысл сейчас от отдельной комнаты? Будет отдельная комната, когда она будет готова спать сама. И я надеюсь, что будет такое время, когда она подрастет, и мы будем видеть, что она уже готова спать отдельно. Пока она не готова. Зачем мне делать всем хуже? Возможно, вы в вашей, когда того, кто писал комментарии, в вашей идеальной картине мира это ребенок с отдельной комнатой, с отдельной кроваткой, который не спит с родителями. Но в нашей картине мира на данный момент идеально так, как у нас есть. Надо понимать, что люди, они не живут по чужим каким-то проекциям, по чужим представлениям об этой жизни. Люди живут для себя, ради своей семьи, как им комфортно. Нам сейчас, ну, прям не скажу, что нам с мужем комфортно от того, что дочка спит с нами, но, по крайней мере, нам спокойно. Это уже хорошо. Спокойно ей. И мы стараемся все-таки родительство, да, это перешагнуть через себя однозначно. Я даже не принимаю другую точку зрения. Если мне кто-то скажет, что он родитель, и он ни разу через себя не перешагнул, я просто не поверю, как. То есть вам нравилось вот так вот вставать по ночам, не досыпать. Утром у меня было такое, что я падала, я настолько уставала, и я подходила к плите готовить дочке завтрак после очередной бессонной ночи, потому что она плохо спала, и знакомые у нас есть, которые все рассказывают одно и то же, что дети, в принципе, большинство, скажем так, плохо спят. Я падала, представляете, я настолько уставала. И это не перешагивание через себя, то я спрошу у вас, а что это? Как это называется? Вот эти все бессонные ночи, колики, прорезывание зубов, газики, детские болезни, болячки. Есть такая поговорка: не поносится так золотуха, хорошо подходит к детям. Ну что это? Это перешагивание, переступание через себя. Ты голодная, холодная, можешь быть, забыла, когда последний раз ела, но главное покормить ребенка, успокоить ребенка, ребенок на первом месте. Ну, по крайней мере, у нас всегда было так. Поэтому то, что дочка спит с нами, это, можно сказать, очередное какое-то жертва собой ради удобства ребенка, ради своего ребенка. Вот и все. И обвинять людей в том, что мы плохие, потому что у ребенка нет своей комнаты, своей кроватки, но это максимально странно, потому что я считаю, что как раз мы хорошие, потому что мы в нашей ситуации сделали так, как удобнее нашей дочке.